Всем привет! Сегодня очередной эксперимент по алмазному выглаживанию. Уже готовый инструмент алмазный выглаживатель. Об его изготовлении и самом алмазном выглаживании пойдет речь в этом видео. Как всегда, старался сделать максимально универсальный инструмент. Верхняя часть, сам корпус, может разворачиваться относительно державки на 180 градусов. Ну а дальше немного процесса изготовления и проведения самого эксперимента по выглаживанию. В качестве основного элемента планируется использовать вот такой алмазный карандаш. Служит он изначально для оправки камней. Обошелся мне чуть дороже, чем в 100 рублей, но это было довольно давно. А общий минимальный набор для изготовления выглядит примерно вот так. По крайней мере, в моем случае. В сравнении с новой упакованной. То ли карандаш, то ли правилка. Не знаю, как их называть.
процессе несколько раз приходилось выбивать эту штуку. И неожиданно я вспомнил, что это все-таки алмаз. Ну, точнее, я знал это и раньше, выбивал через деревяшку. Но в один прекрасный момент деревяшка раскололась, и я ударил молотком прямо по наконечнику. Поэтому вот эта вот штука, ну, максимум, что сможет, немножко поправить камень. А я занялся обработкой второй. Получился вот такой набор для сборки, который, собственно, осталось только собрать. Пару слов, почему вот такая конструкция, где отверстие прямо в краю детали. Изначально хотел сделать саму конструкцию вот по такому типу, с гайкой в передней части, но отказался ввиду того, что эта гайка будет вблизи вращающихся элементов, мало ли что, вдруг она открутится и так далее и тому подобное. А крепеж общий аналогичен вот этой конструкции, с той лишь разницей, что здесь просверлены отверстия с обоих сторон, для того, чтобы отверстия в державке как раз таки были ближе к центру, а не на краю. А в данной конструкции так сделать уже не получится, так как я выбрал смещение, для того, чтобы вот здесь было больше резьбы. В данном случае сверление выполнено с одной стороны, но отверстия симметричны. То есть эту штуку можно закрепить как так, так и в обратную сторону. Это нужно для того, чтобы получить возможность еще и торец обработать. Будет ли это работать, я пока не знаю, но такую возможность рассматриваю. В теории эта штука должна помочь получить более качественную поверхность там, где это требуется, например, поверхность под сальником, а также дать даже некоторую прибавку прочности материала в зоне воздействия. Но это, конечно, весьма условно и незначительно. Для эксперимента подготовил вот такую болванку. Эта часть оставлена проточенной, где-то на 700 оборотах. Эта часть и торец немножко подшлифованы. Само выглаживание я планирую провести вот на этой части, на третьей, чтобы иметь возможность сравнить качество поверхности. Сам принцип выглаживания состоит в том, чтобы подавать максимально большие обороты при минимальной подаче. Алмазная поверхность должна просто продавливать металл. Соответственно, в данном случае я поставил максимальные обороты, но я не могу давать на частотнике более 35 Гц, и максимальные обороты будут от силы 700. И установил минимальную подачу. На Z-шестерне 18 зубьев, по моим расчетам, подача при этом составляет менее 8 соток. Постоянной подачи СОШ у меня нет, поэтому просто смазал маслом. Ну и будем пробовать. Ну что ж, бывает и так. Вынужден признать, что с данным стержнем для правки алмазных дисков эксперимент вышел провальным. Я бы не сказал, что пружина очень уж жесткая,
она прогибается. Но сам алмаз очень острый, и поэтому он работает скорее как резец, а не как выглаживатель. Ну что ж, куда больший эффект дал обыкновенный поломанный мячик. Своей острой частью. Но это ведь R6M5, быстрорез, а он не любит высоких оборотов. Получилась вот эта вот маленькая полоска. По качеству значительно лучше. Обороты здесь были всего в районе 300. Здесь блеска больше, но при этом качество поверхности, конечно же, неудовлетворительное. И стоит только чуть-чуть увеличить натяг пружины, точнее переборщить с натягом пружины, он тут же начинает работать, опять же, как резец и сдирает слой металла. Так что эксперимент не удался. Если не удастся в будущем, то эта державка будет просто использоваться как державка для расточных резцов диаметром 10 мм. Ну вот на этой не лучшей ноте я собираюсь все же закончить видео. Обычно подобные неудачные эксперименты, я думаю, в большинстве случаев не выкладываются, но я решил все же это выложить, для того, чтобы поделиться собственным опытом, это раз. А во-вторых, я думаю, что у кого-то из вас может найтись положительный опыт алмазного выглаживания, и вы сможете подсказать, как же все-таки правильно это делать. А пока что по итогу у меня получилась хорошая расточная державка, и на этом все. Всем спасибо за просмотр, до свидания.